Он зашел в кабинет и сказал: «Доктор, я просто устал. Наверное, работа, наверное, возраст». Я смотрел на него и видел человека, которому незачем было болеть. 58 лет. Не курит, бросил 20 лет назад. Алкоголь по праздникам, рюмка 2. Ходит пешком, потому что машину оставляет за 2 квартала от офиса. Специально. Жена, дети, внук только что родился. Жизнь, которую он строил руками. «Устал», — сказал он. Я спросил: «С каких пор?» Он подумал: «Месяцев 8, наверное, может, год». Год. Год этот человек просыпался по утрам и думал: ничего, пройдет. Год он откладывал. Год он объяснял себе, что это стресс, что это зима, что это 58, не 30. Я его не виню. Я видел таких людей сотни раз. Умные, ответственные, внимательные к другим и совершенно слепые к себе. Мы сделали анализы. Обычные, которые делают при таких жалобах. И один показатель, вышел за пределы нормы так, что я попросил его остаться и сесть. Дальше был разговор, который я помню до сих пор. Не потому, что он был долгим, а потому, что он был запоздавшим. Я расскажу вам эту историю сегодня, полностью, без прикрас. Потому что мой пациент, назову его Андрей, хотя это не его имя, дал мне молчаливое разрешение. Когда уходил из кабинета, обернулся и сказал: «Жаль, что я не знал этого раньше. Расскажите другим». Я рассказываю. И пока я буду говорить, вы будете узнавать в этой истории кого-то. Может быть мужа, может быть брата, может быть себя. В конце я назову 5 сигналов, которые Андрей игнорировал годами. 5. Каждый из них по отдельности кажется мелочью. Вместе они были криком. Просто никто не научил его слышать. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Я Ушаков Илья Александрович, врач с 24-летней практикой. Вы на канале «Механизмы возраста». Сегодняшний выпуск особенный. Я не буду рассказывать о болезни вообще. Я расскажу об одном человеке, конкретном, живом. О том, как развивалась его история шаг за шагом и где в этой истории были развилки, на которых все могло пойти иначе. Это не страшилка. Это не «смотрите, как бывает». Это урок. Урок, который я сам для себя извлек и который, как мне кажется, важен каждому, кому за 50. Почему именно этот случай? Потому что Андрей не исключение, он правило. Таких людей я встречал снова и снова. Люди, которые живут правильно по всем видимым параметрам и при этом пропускают то, что разворачивается внутри, тихо, медленно, без боли. Мы разберем, что происходило в его организме, почему симптомы были такими размытыми, почему стандартные анализы не поймали это раньше, и что должен был знать Андрей, и что должны знать вы. Оставайтесь до конца. Список 5 сигналов в финале. Он того стоит. Андрей впервые пришел ко мне не сам, его привела жена. Она закисала, она настояла, она довела до кабинета и осталась за дверью, потому что он попросил зайти одного. Мужская гордость. Я это понимаю. Он сел, положил руки на колени и сказал фразу, которую я слышу примерно раз в неделю. «Я, наверное, зря пришел. Ничего серьезного». Я всегда отвечаю одинаково. «Хорошо, давайте убедимся». Мы начали разговор. Я спрашиваю не только про симптомы, я спрашиваю про жизнь. Как спите? Как просыпаетесь? Что чувствуете в первый час после подъема? Когда последний раз было ощущение, что у вас есть силы? Андрей отвечал спокойно. Сплю нормально, часов 7. Просыпаюсь сам, без будильника, но утром нет того ощущения, что выспался, как будто сон не освежает. «Это уже давно», — сказал он. «Я думал, это просто возраст». Слышите эту фразу? Просто возраст. За 24 года практики я понял, это самая опасная отговорка, которую придумало человечество, потому что за ней прячется все, что можно было поймать вовремя. Дальше больше. Я спросил про концентрацию, он усмехнулся. Стал хуже запоминать. Имена, цифры. На работе приходится записывать все, раньше держал в голове. Списал на загруженность. Спросил про физическую активность. Ходит? Да. Но раньше поднимался на 5-й этаж без лифта и не замечал. Сейчас замечает. Не одышка, просто тяжелее. Ноги какие-то ватные становятся. Спросил про настроение. Долгая пауза. Я стал раздражительным. Жена говорит. Я сам чувствую, но не понимаю почему. Раньше был терпеливым человеком. Вот 5 жалоб. 5. Усталость без причины. Сон, который не восстанавливает. Снижение памяти и концентрации. Физическая слабость, которой раньше не было. Изменение характера. Каждая из них по отдельности действительно может быть просто возрастом, или стрессом, или сезонным снижением витамина D. Я не спорю. Но когда они идут вместе, это не возраст, это сигнал. И у этого сигнала есть конкретная физиологическая причина.
Андрей просто не знал, что искать. И его предыдущие врачи, при всем уважении, не соединили эти точки в одну картину. Сейчас я соединю их для вас. Когда мы получили результаты анализов, картина сложилась. Андрей не знал, что у него проблемы с щитовидной железой. Он никогда об этом не думал. Щитовидка ассоциируется у людей с женщинами, с зобом, с чем-то видимым. Он не знал, что у мужчин после 50 гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, встречается значительно чаще, чем принято думать. По данным Американской тироидной ассоциации, субклинический гипотиреоз выявляется примерно у каждого 10-го человека старше 50 лет. Каждый 10-й. И большинство из них, как Андрей, годами живут с этим, не зная. Что такое щитовидная железа в жизни организма? Это дирижер. Маленький орган на шее, меньше 50 граммов, управляет темпом всего. Сердцебиением, скоростью обмена веществ, работой мозга, настроением, температурой тела, качеством сна, мышечным тонусом. Когда дирижер начинает работать в полсилы, оркестр не останавливается. Он просто замедляется. Чуть-чуть, незаметно. Все работает, но как-то не так, не в полную силу. Этот процесс может идти годами, и человек привыкает. Привыкает к усталости, к тяжелым ногам, к тому, что память уже не та. Он думает, это возраст, а это щитовидка. У Андрея был именно субклинический гипотиреоз. Это важное слово, субклинический. Оно означает, болезнь есть, но она еще не вышла на поверхность полностью. Основные гормоны Т3 и Т4 были в пределах нормы. Но ТТГ, тиреотропный гормон, который выделяет мозг, чтобы подстегивать щитовидку, был повышен. Это сигнал. Мозг уже чувствует, что щитовидка не справляется и кричит ей «работай сильнее», а она не может. Вот почему стандартный анализ мог его пропустить. Если врач назначает только Т4, а это, к сожалению, нередкая практика, он не видит главного. ТТГ – это ключевой показатель. Именно с него нужно начинать. Но это не единственное, что мы нашли у Андрея. Второй момент – уровень ферритина. Не гемоглобин, именно ферритин. Это белок, который хранит железо в организме. Гемоглобин у Андрея был в норме, анемии нет. Но ферритин был низким. Это называется латентный дефицит железа. Железа в депо не хватает, но организм еще не начал разбирать эритроциты, поэтому стандартный анализ крови ничего не покажет. Что делает низкий ферритин? Он лишает клетки энергии, потому что железо – это не только про кровь. Железо участвует в работе митохондрий, тех самых клеточных электростанций, которые производят энергию. Нет железа в депо, митохондрии работают хуже, человек устает, мозг туманится, мышцы слабеют, и все это при нормальных анализах. Два фактора вместе, субклинический гипотиреоз и латентный дефицит железа, давали именно ту картину, которую я видел у Андрея. Усталость, туман в голове, слабость, раздражительность, сон без остановления. Каждый фактор по отдельности не катастрофа. Вместе они крали у него годы качества жизни. Медленно, без боли, без очевидных симптомов, которые заставили бы его прийти раньше. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. Это не редкость, это не экзотика. Это происходит с тысячами людей вокруг вас. И, возможно, происходит с вами прямо сейчас. Просто вы еще не назвали это болезнью, вы назвали это возрастом. Но прежде чем я расскажу, что происходило дальше с Андреем и что изменилось после лечения, я хочу сделать паузу. Я хочу поговорить не о биохимии, а о психологии. Почему Андрей год не приходил? Я спросил его об этом прямо. Он ответил честно. Во-первых, не хотел быть обузой. Жена работает, дети своими заботами. Что я буду жаловаться на усталость, когда у всех своих проблем хватает? Во-вторых, боялся. Не диагноза, а того, что подтвердится что-то серьезное. Пока не знаешь, можно жить. Как только узнаешь, все меняется. Это называется страх диагноза. И это, поверьте, очень человеческое чувство. Я не осуждаю. Но я объясняю, чем это опасно. В-третьих, привык. Год – это срок, за который человек адаптируется к почти любому состоянию. Организм снижает планку. То, что раньше казалось плохим самочувствием, становится нормой. И человек уже не помнит, каково это – чувствовать себя по-настоящему хорошо. Знаете, что меня поражает больше всего? Мы следим за машиной тщательнее, чем за собой. Если двигатель стал тянуть хуже, едем на диагностику. Если телефон начал разряжаться быстрее, несем в сервис. А тело – молчим, терпим, списываем на годы. Это не мужество, это не стойкость, это ошибка. Дорогостоящая ошибка, которую мы платим здоровьем. Если вы сейчас смотрите это видео и узнаете в описании Андрея кого-то близкого или себя, я прошу вас об одном. Не завтра, не когда будет время. Сегодня вечером задайте себе 3 вопроса.
Первый. Когда я последний раз просыпался и чувствовал, что отдохнул. Второй. Есть ли что-то в моем самочувствии, что изменилось за последний год, но я привык и перестал замечать? Третий. Если бы это же чувствовал близкий мне человек, я бы посоветовал ему сходить к врачу. Если на третий вопрос ответ «да», значит вы уже знаете, что делать. Кстати, если этот выпуск полезен для вас, подпишитесь на канал. Здесь нет сенсаций, здесь медицина, которую я рассказываю так, как объясняю своим пациентам, без страха, без лишних слов, по делу. А теперь вернемся к Андрею, потому что дальше в его истории начинается самое важное. Когда мы поговорили об анализах и я объяснил, что происходит, Андрей долго молчал. Потом спросил: «Это лечится?» Я сказал: «Да, и лечится хорошо». Субклинический гипотиреоз в его случае не требовал немедленного назначения гормональных препаратов. Это решается индивидуально, и я не буду давать универсальных советов, потому что здесь все зависит от конкретных цифр, возраста, сопутствующих состояний. Это разговор с врачом. Но в его ситуации мы начали с поддерживающей терапии, скорректировали питание, добавили то, чего не хватало. Дефицит ферритина – отдельная история. Здесь важно понять, просто пить препараты железа наобум – не лучшая идея. Железо усваивается в определенных условиях, мешает ему целый ряд продуктов и лекарств, и передозировка не безвредна. Ну и подобрали схему. Андрей ее придерживался. Через 3 месяца он пришел снова. Я помню этот визит. Он вошел, и я увидел другого человека. Не по виду, потому как он двигался, как сел, как говорил. Есть такое качество в человеке, когда у него есть силы, оно считывается без слов. Он сказал: «Я забыл, что так бывает». Вот что изменилось за 3 месяца. Утром просыпается и чувствует, что спал. Это звучит банально, но для него это было открытием. Снова, как в молодости. Память лучше. Он вернулся к привычке держать вещи в голове, перестал записывать каждую мелочь. На работе коллеги заметили, он стал более собранным. Ноги перестали быть ватными. Поднимается на 5-й этаж. Не как подвиг, просто идет. Раздражительность ушла. Жена позвонила мне сама, поблагодарила. Сказала: «Вы мне вернули мужа». 3 месяца. 3 месяца, и человек вернул себе качество жизни, которое терял год, потому что наконец нашли причину. Но вот что я хочу сказать. И это, пожалуй, самый важный момент всей сегодняшней беседы. Если бы Андрей пришел не через год, а через 5, через 10, субклинический гипотиреоз при отсутствии коррекции имеет свойство прогрессировать. Это не мои слова, это данные долгосрочных наблюдений, опубликованных в том числе в журнале Thyroid. Часть пациентов переходит в манифестный гипотиреоз, полноценную болезнь с гораздо более серьезными последствиями для сердца, для сосудов, для когнитивных функций. Хронический дефицит железа без восполнения – это не только усталость. Это риск для сердечно-сосудистой системы, это снижение иммунитета, это ухудшение функции мозга в долгосрочной перспективе. Андрей мог прийти через 5 лет, с другими анализами, с другим прогнозом. Он пришел через год. И это, как ни странно, повезло. Почему я это рассказываю? Не чтобы напугать, а чтобы вы поняли, время – это ресурс в медицине. Каждый год, который болезнь развивается без коррекции, это не просто потерянный год качества жизни, это изменения, которые накапливаются. Иногда обратимые, иногда не полностью. 58 лет – это не старость, это возраст, в котором можно жить хорошо, полноценно, с энергией, если знать, что искать. Андрей это теперь знает, и я хочу, чтобы знали вы. Я обещал вначале, вот они, 5 сигналов из истории Андрея. 5 вещей, которые он объяснял себе возрастом, и которые были симптомами реального, поддающегося коррекции состояния. Слушайте внимательно и думайте о себе. Сигнал первый – сон, который не восстанавливает. Вы спите достаточно по времени, 7-8 часов, но просыпаетесь без ощущения, что отдохнули. Голова тяжелая, в теле нет легкости. Это не норма. Это не так бывает после 50. Это сигнал, что что-то мешает восстановлению. Причин может быть несколько. И гипотиреоз в их числе, и дефицит железа, и снижение уровня определенных гормонов. Это нужно искать. Сигнал второй. Усталость, которая не проходит после отдыха. Отпуск не помог. Выходные не помогли. Вы отдохнули и все равно устали. Хроническая усталость, которая не объясняется нагрузками, один из самых недооцененных симптомов. Его слишком легко списать на стресс, но за ним могут стоять совершенно конкретные лабораторные отклонения, которые обнаруживаются простым анализом. Сигнал третий – изменение памяти и концентрации. Вы стали хуже запоминать имена, даты, где положили ключи, теряете нить разговора,
труднее сосредоточиться на задаче. Многие принимают это как неизбежное следствие возраста, но когнитивные функции у человека в 58 не должны резко снижаться. Если вы замечаете, что за последний год стало заметно хуже, это повод проверить щитовидку, ферритин, уровень витамина В12 и ряд других показателей, которые напрямую влияют на работу мозга. Сигнал четвертый. Изменение физической выносливости без объективной причины. Вы не стали меньше двигаться, вы не болели, но то, что раньше давалось легко, лестница, прогулка, огород, теперь дается тяжелее. Мышцы устают быстрее, тело как будто работает не в полную силу. Это не возраст, это снижение клеточной энергетики. И у этого, как правило, есть причина. Сигнал пятый. Изменение характера, раздражительность, апатия, снижение интереса к жизни. Вот этот сигнал самый недооцененный, потому что он воспринимается как психологический. Я стал нервным, меня все раздражает, мне ничего не интересно. Люди идут к психологу, начинают анализировать отношения, меняют работу, а причина в крови. Щитовидные гормоны напрямую влияют на выработку серотонина и дофамина, веществ, которые определяют наш эмоциональный фон. Дефицит железа дает схожую картину. Исправьте биохимию, и характер возвращается. 5 сигналов. Ни один из них не кричит. Все они шепот. И именно поэтому их так легко не услышать. Андрей не услышал год. Хорошо, что в итоге пришел. Я хочу, чтобы вы не ждали год. Что конкретно сделать? Вот минимум, о котором стоит поговорить с вашим врачом, если вы узнали в этих 5 пунктах себя. Попросите проверить ТТГ, тиреотропный гормон. Не только Т4. Именно ТТГ – первый и главный маркер работы щитовидки. Попросите проверить ферритин, отдельно от общего анализа крови. Гемоглобин может быть в норме, а ферритин – нет. Если вам за 50 и последний раз эти показатели проверялись больше года назад, значит пора. Это не страшно. Это сдать кровь из вены один раз. Возможно, изменить следующие годы своей жизни. Я думал, как закончить этот выпуск. И понял, что хочу сказать кое-что напрямую. Андрей, если вы это смотрите, хотя я не уверен, что вы подписаны на YouTube каналы своих врачей, спасибо. Спасибо за то, что разрешили мне рассказать, за то, что обернулись у двери, за ту фразу «жаль, что не знал раньше, расскажите другим». Я рассказал. А вам, моим зрителям, я хочу сказать следующее. За 24 года практики я понял одну вещь. Медицина умеет многое. Она умеет лечить, восстанавливать, продлевать. Но у нее есть одно условие. Одно обязательное условие, без которого все остальное не работает. Человек должен прийти. Просто прийти. Рассказать. Не геройствовать. Не ждать, пока станет по-настоящему плохо. Потому что к тому моменту возможностей становится меньше. Я понимаю страх. Я понимаю занятость. Я понимаю нежелание быть обузой. Я слышал это 1000 раз, и каждый раз я говорю одно и то же. Вы не обуза, вы пациент. Это моя работа, это мое призвание. Я стал врачом именно для этого. Если сегодняшняя история заставила вас о чем-то подумать, это уже не зря. Если вы вспомнили кого-то, кто давно собирается к врачу, позвоните ему сегодня. Не завтра, сегодня. Иногда один звонок – это все, что нужно. Здоровье не то, что само собой разумеется. Это то, о чем нужно думать заранее. Никогда уже нет выбора, а пока выбор еще есть. Андрей сделал правильный выбор. Пусть немного поздно, но вовремя. У вас этот выбор тоже есть. И лучший момент сейчас. Если этот разговор был для вас важным, поставьте лайк. Не для статистики, для того, чтобы это увидел кто-то еще. Кто-то, кому это нужно. Кто, может быть, прямо сейчас объясняет себе усталость возрастом. Напишите в комментариях, было ли что-то в этом выпуске, что вы узнали в себе. Мне важно знать. До следующего выпуска, мои дорогие. Берегите себя. Не потому, что так принято говорить в конце, а потому, что вы – это главное, что есть у тех, кто вас любит.